Всем привет! Сегодня вам понадобится цветная бумага, специальная миллиметровая проволока для цветов бумажных, горячий клей, бокорезы, ножницы, лента для крепирования, обычная губка, клей момент кристалл, клей-карандаш, рябина сухая и крафт бумага, а также золотой акрил и кисточка. Рисуем шаблон. Сгибаем пополам бумагу. Вырезаем ее. Мы с вами будем делать кленовые листики. Нам понадобится 4 листика одного размера. Цветную бумагу выбирайте по своему вкусу. Обводим нарисованный шаблон на цветную бумагу. Вырезаем получившиеся. И начиная с конца листика складываем гармошкой бумагу. После этого большую часть сгибаем пополам, берем клей и проклеиваем место сгиба. После того, как вы сделаете 4 одинаковых листика, берем снова цветную бумагу и рисуем произвольно половину шаблона. Складываем потом также и вырезаем. В итоге у нас должно получиться с вами 6 листиков, 4 одинаковых и 2 разных. После этого берем проволоку. На конце делаем петельку. Приклеиваем к одному листику с помощью горячего клея. Забыла сказать, проволока у меня где-то сантиметров 30-35. Каждый листик приклеиваем к проволоке. После этого склеиваем 2 листика вместе, одинаковых. Сплетаем проволоки в одну. 3 кленовых листа у нас, точнее 6 кленовых листов будут вместе образовать одну ветку. А теперь мы рисуем шаблон листика и переводим шаблон на крафт бумагу в количестве 13 штук. Размером 8 на 3-4 сантиметра листик. Соответственно, все листики вырезаем. Берем проволоку, отмечаем 12 сантиметров, отрезаем бокорезами. Теперь у каждого листика мы делаем жилки путем складывания бумаги. Ножницами делаем надрезы на конце листика. Они нужны для того, чтобы проще было проволоку приклеить к крафт бумаге. После того, как у всех листиков сделали жилки и приклеили концы листиков к проволоке, мы берем ленту для крепирования и, начиная с конца листика, обматываем до конца проволоки ей.
Так как я не учла, что листики будут болтаться, я решила закрепить их еще дополнительно скотчем малярным. И еще раз поверх пройтись крепированной лентой. После этого мы листики скрепляем между собой за проволоку. Таким образом, что просто ее заматываем вокруг другой проволоки. Итак, все 13 листиков. После того, как вы закончили все листики вместе скреплять, вы оборачиваете стебель веточки до самого низа этой лентой. И пока что откладываете веточку, получившуюся. То же самое мы делаем с кленовыми веточками. Мы также их обматываем лентой для крепирования. После этого все 3 веточки мы скрепляем в одну, плетя косичку из проволок. У нас получается теперь одна веточка с 6 кленовыми листиками. После этого обматываем лентой для крепирования получившуюся общую веточку. Теперь мы берем золотой акрил и красим наши листики из крафта в золотую краску. Спереди и сзади, а также сам ствол у веточки. Ждем, когда высохнет краска. Берем веточку с кленовыми листьями и тоже ствол покрываем золотой акриловой краской. Ждем, когда высохнет. Теперь мы берем небольшие гроздья рябины и приклеиваем к каждому листочку кленовых листьев горячим клеем.
Так сказать, после этого остались последние штрихи. Нам нужно 2 веточки скрепить вместе с помощью горячего клея. После конец обоих уже скрепленных веточек снова заматываем крепированной лентой. И покрываем золотым акрилом. Ждем, когда все высохнет. И наш букет готов. Он получился очень яркий и по-осеннему сочный. Я думаю, что такой небольшой букетик впишется в ваш интерьер просто идеально и создаст нужное настроение осеннее. Я, кстати, забыла спросить у вас, как вам удобнее, когда я записываю аудио, и вы смотрите материал и слушаете мои комментарии, или вам больше нравится, чтобы было все просто в текстовом файле вставлено в само видео, и вам так проще понимать информацию. Напишите мне, пожалуйста, об этом. А с вами была София. Всем удачи. Пока-пока.